Привет! Сегодня я вам подготовил видео, которое заставит ужаснуться от увиденного и восхититься мощью одного из гигантов животного мира. Я расскажу вам жуткие истории о крокодилах, и хотя в мире их существует всего 23 вида, им удается держать в страхе миллионы людей. Также вы увидите самого опасного крокодила, узнаете, где он обитает и почему местные жители приносят в его честь жертвы. Виды и обитания. Сначала я предлагаю вам познакомиться с героями этого видео, посмотреть размеры их мощного тела, увидеть места их обитания. Начнем с самого знаменитого – нильского крокодила. Обитает он в Африке, а в длину достигает до 6 метров. Его можно встретить у рек, озер и болот, везде, где есть вода. Хищник известен своей агрессивностью и мощными челюстями. Следующий на очереди – американский аллигатор. Это очень серьезный хищник, способный разорвать на куски любое домашнее или дикое животное. Его длина в среднем 3,5 метра, а вес порядка 250 килограмм. Обитает в юго-восточной части США, особенно во Флориде и Луизиане. Теперь познакомьтесь с самым крупным представителем семейства – морской крокодил. Длина его тела может превышать 7 метров, а вес достигать тонны. Обитает морской крокодил в Австралии, предпочитает больше соленые воды, однако его можно встретить и в реках, впадающих в океан. Не от этого ли крокодила спас девушку Данди из одноименного фильма «Крокодил Данди»? Наконец, обратите внимание на индийского гавиала, обитающего в реках Индии и Непала. Первое, что бросается в глаза – необычайно узкая и длинная морда, а также многочисленные острые зубы. Размер зубов меньше, чем у других крокодилов, но по их количеству гавиал выигрывает. В его пасти до 110 зубов. Длина тела взрослых самцов-гавиалов может достигать 6 метров, самки мельче – до 4,5 метров. Теперь, когда вы знакомы с основными видами крокодилов и их местами обитания, я хочу рассказать вам несколько захватывающих историй о нападении крокодила на человека. Хотите узнать, как это было? Тогда смотрите следующую часть нашего видео. Кевин. В январе 2018 года Кевин Питер Кноттенбельд пережил одно из самых страшных испытаний, которое может выпасть на долю человека. Все произошло в обычный день на берегу реки, когда Кевин вместе со своей женой и внучкой прогуливался вдоль реки Элефантес. Они не ожидали, что Кевин наступит на спину крокодилу. Рептилия длиной 3 метра тут же схватила его за ногу, начала мотать из стороны в сторону и утащила под воду. Все было настолько быстро, что семья Кевина впала в ступор, но осознав весь ужас происходящего, женщина с ребенком начали звать на помощь. Спасатели начали стрелять в воду, а один из них бросился в реку, чтобы вытащить пенсионера на берег. Кевин едва успел понять, что происходит. Для многих это могло бы стать концом, но Кевин не сдался. Он боролся изо всех сил, чтобы освободиться. Оказавшись под водой, он нащупал голову хищника и надавил ему на глаза. Таким образом, ему удалось вырваться из смертельных челюстей, хотя раны были серьезными. Схватка, которая продолжалась около 20 минут, принесла множество повреждений, в числе которых сломанная грудная клетка, 6 сломанных ребер, поврежденная легкая. Питер пережил 12 операций за следующие 2 недели. По информации, которую удалось найти, Кевин восстановился, получил протез, активно занимается гимнастикой и проплывает около 1 километра каждый день. Удивительная готовность бороться за свою жизнь до последнего. Не так ли, что скажете? Трагическое купание. Синди Валдрон повезло намного меньше. Ее встреча с крокодилом закончилась очень трагично. Последние слова Синди были: «Крокодил схватил меня». Трагедия произошла в национальном парке Дейнтри на северо-востоке Австралии. Синди, 46-летняя женщина из Новой Зеландии, приехала в Австралию, чтобы отпраздновать выздоровление своей подруги от рака. В 10 часов вечера женщины решили искупаться. Возможно, они просто не знали, что это место славится высокой популяцией крокодилов. Когда Синди и ее подруга зашли в воду по пояс, внезапно из глубины появился крокодил. Он схватил Синди и начал тащить ее под воду. Ее подруга отчаянно пыталась спасти Синди, но ее усилия были тщетны. Крокодил был слишком силен. Тело женщины найдено не было. О чем для вас эта история? Это человеческая наивность или глупость? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Ваши ответы могут помочь другим избежать подобных ситуаций. Как крокодил охотится. Нападение крокодила на Синди Валдрон – страшное событие. Давайте заглянем глубже в природу самих крокодилов и их охотничьи привычки. Крокодилы – невероятно хитрые и терпеливые охотники. Они могут долгое время лежать неподвижно у берега, погрузившись в воду так, чтобы только глаза и ноздри оставались на поверхности. Они тихо следят за потенциальной добычей и практически невидимые для своей жертвы. Огромная ошибка думать, что крокодил медлительный и что вы успеете среагировать. Как только жертва
подходит достаточно близко, крокодил мгновенно бросается в атаку. Крокодилы охотятся не только на суше, но и под водой. Они могут развивать скорость до 30 км в час и преследовать свою добычу на длительных расстояниях. Особенно опасно это в темное время суток, когда они наиболее активны. Рептилии могут оставаться под водой несколько часов, выжидая подходящий момент для нападения. Как думаете, зная повадки крокодила, можно было избежать трагедий, о которых я расскажу вам дальше? Лагуна дель Карпинтьеро. Жаркий августовский день в Тампико. Лагуна дель Карпинтьеро, расположенная в сердце города. Кажется, что время здесь замедляет свой ход. 18 августа 2022 года в парке прохожие наслаждались видом природы, когда вдруг на поверхности воды появился огромный крокодил. Они обратили внимание, что крокодил что-то держал в пасти. Когда крокодил приблизился, то все увидели, что это была часть человеческого тела. Люди замерли в шоке, осознавая, что стали свидетелями не фильма ужасов, а реальной трагедии. Пятиметровый хищник атаковал мужчину, который решил искупаться в опасной лагуне. При этом купаться в лагуне с крокодилами категорически запрещено. Очевидцы, ошеломленные происходящим, быстро сообщили о происшествии работникам парка. Позже тело мужчины было извлечено из воды, а крокодила-людоеда поймали. Длина животного составила 5,5 метра. Журналист Порфирио Ибаре снял ужасные кадры на видео. На его записи видно, как крокодил проплывает под мостом с жертвой в пасти, демонстрируя всю свою мощь и жестокость природы. Лагуна дель Карпинтьеро, где обитают около 90 крокодилов, давно известна своими хищниками. Даже с учетом предупреждений, люди продолжают игнорировать опасность. Там зафиксировано несколько нападений на людей с летальным исходом. Я не знаю, что заставляет людей так пренебрегать собственными жизнями. А вы как думаете? Нападение на ферме. Однако жертвами крокодилов могут стать не только неосторожные туристы. Часто крокодилы нападают на людей, которые годами работают бок о бок с хищниками. Камбоджа – страна с множеством ферм, где разводят крокодилов ради прибыли. Из их кожи делают различные изделия, которые продаются в Таиланд, Китай и Вьетнам. Трагедия произошла 27 мая 2023 года на одной из ферм в Камбодже. Пожилой фермер Луан Нам, которому было 72 года, каждый день ухаживал за своими крокодилами. В тот день он решил забрать яйца, которые одна из самок отложила в клетке. За свою жизнь он проделывал это уже 1000 раз. Но в этот день обстоятельства сложились по-другому. Чтобы добраться до яиц, Луан попытался выманить крокодилицу с помощью специальной палки, которые обычно подгоняют животных. Он надеялся, что самка уступит и выйдет из клетки, однако хищница решила по-другому. В какой-то момент крокодилица схватила палку и попыталась вырвать ее из рук фермера. Луан не хотел отпускать инструмент и крепко держал его в руках. Но этого оказалось недостаточно. Потеряв равновесие, он свалился прямо в клетку к крокодилам. На этом все закончилось. Куча рептилий, которые находились в вольере, не раздумывая, напали на мужчину. Они разорвали его на части, после чего спокойно вернулись к воде. Как считаете, что привело к трагедии неосторожность человека или инстинкты хищников? Фермер укусил крокодила. Что вы будете делать, если вас атакует крокодил? Колин Деверо знает ответ на этот вопрос. В октябре 2023 года австралийский скотовод столкнулся лицом к лицу с огромным крокодилом. Тем злосчастным днем он чинил заборы у реки Финнис на северной территории Австралии. Колин просто выполнял свою работу, когда вдруг почувствовал жгучую боль в ноге. Оказалось, это крокодил вцепился ему в ногу. Схватка началась. Гигантский 3-метровый крокодил затащил Колина под воду, и мужчина понял, что время на исходе. Он попытался отбиваться ногой, но неудобное положение мешало эффективным действиям. Однако в один момент Колину удалось ухватиться зубами за веко крокодила. Этот неожиданный шаг стал спасением. Он почувствовал, как зубы впились в плотную кожу крокодила и резко дернул. Удивительно, но это сработало. Крокодил отпустил его. Колин немедленно бросился к своей машине. Хищник немного преследовал его, но наконец остановился. В машине Колин пытался остановить кровотечение с помощью полотенца и веревки. Затем на помощь прибежал брат и отвез его в больницу. Но на этом испытания Колина не закончились. Грязная вода в водоеме стала причиной серьезной инфекции. Врачи в течение 10 дней промывали рану, чтобы предотвратить заражение. Колину даже пришлось перенести операцию по пересадке кожи, но все-таки он выжил. После выздоровления Колин решил поменять свою деятельность, чтобы быть подальше от воды и больше не встречаться с крокодилами. Как вам история? Статистика нападений.
Выжить после нападения крокодила – это редчайшее чудо. Но что говорят цифры? Оказывается, ежегодно эти хладнокровные хищники убивают около 1000 человек. В Африке, по данным некоторых исследований, крокодилы ответственны от 300 до 600 смертей в год. В странах Юго-Восточной Азии и Австралии этот показатель меньше, но все же угроза остается значительной. Большинство людей старается избегать встреч с крокодилами. Но в Африке и Северной Австралии, где они обитают в больших количествах, это не всегда возможно. Например, в Африке происходит в 2-3 раза больше нападений, чем в других регионах мира. В Австралии, особенно в северных регионах, ежегодно фиксируется несколько десятков случаев, и не все заканчиваются благополучно. Один из самых известных охотников на крокодилов, майор У. Роберт Форан, еще в 1933 году писал о своей неприязни к этим животным. Он считал, что крокодилы – враги всего живого, и их нужно уничтожать без сожаления. В одной из своих охотничьих экспедиций Форан застрелил огромного крокодила, а в его желудке нашел останки нескольких человек и даже копыта водяного козла. Не все крокодилы опасны, но для крупных особей человек может быть легкой добычей, как любое другое животное. Так стоит ли бояться крокодилов, или это только пугающие мифы? А я перейду к истории следующего выжившего после нападения хищника. История выживания. В октябре 2021 года 18-летняя британская студентка Амели Осборн Смит отправилась на рафтинг по реке Замбези в Замбии. Все шло отлично, пока Амели, сидя в лодке, не свесила ногу за борт. Этот невинный жест стал роковым. 3-метровый крокодил, увидев болтающуюся в воде ногу, мгновенно атаковал. Хищник выпрыгнул из воды, схватил Амели за ногу и потащил ее под воду. Возможно, если бы девушка соблюдала технику безопасности, нападения удалось бы избежать. Ситуация казалась безнадежной, но подруга Амели, которая находилась рядом, успела схватить ее за спасательный жилет, удерживая ее на поверхности. Друзья быстро среагировали и начали бить крокодила по носу, пока тот, наконец, не отпустил девушку. Амели срочно доставили в больницу в столицу Замбии, Лусаку, где ей провели первую, но далеко не последнюю операцию. После возвращения в Великобританию ей пришлось перенести 7 операций по восстановлению ноги и пройти длительный курс реабилитации. Несмотря на полученные травмы, Амели не сломалась. Она вернулась в Африку, чтобы построить школу в одном из местных поселений. Таким образом, отблагодарив тех, кто помог ей в трудный момент. Если бы вы оказались на месте Амели, знали бы, как действовать. Ведь в таких ситуациях счет идет на секунды. Самый большой крокодил. Как и обещал, расскажу о самом грозном в мире крокодиле-людоеде. Его зовут Густав, и о нем даже ведется хроника в National Geographic. Густав – это крокодил, о котором задокументировано более 10 попыток поймать его. К сожалению, ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Первая информация о Густаве появилась еще в 60-х годах прошлого века. По предположениям, рептилия появилась в 1955 году, но первые случаи людоедства отмечены позже, когда Густав уже был настоящим гигантом. Только один раз в 2008 году Густава удалось запечатлеть группе из National Geographic. Вот это фото. Этот крокодил принадлежит к виду нильских крокодилов, обитающих в Африке. Представители этого вида достигают 4,5 метра в длину, но Густав – исключение. По оценкам, он может достигать 6 метров, а по другим данным – даже больше. Это делает его одним из крупнейших известных крокодилов в мире. Густав стал известен своими нападениями на людей. За весь период ему приписывают убийство более 300 человек. Он нападал не только на лодки и катера, но и утаскивал людей с берега в воду. В последние годы крокодил предпочитал ранить людей, не убивая их. Он выжил после более 10 пулевых ранений, и на его теле до сих пор видны шрамы от пуль. Местные жители боятся Густава и утверждают, что он убивает людей ради развлечения. Они даже молятся и приносят жертвы, чтобы успокоить его. Как вам Густав нагоняет страх? На этом все. В этом видео мы познакомились с настоящими монстрами природы, хищниками, которых лучше не встречать в реальной жизни. Хотя их устрашающий вид и случаи нападений на людей пугают, крокодилы – это неотъемлемая часть нашего мира. Люди должны любить и защищать всю живую природу на Земле. А если вам интересно раскрывать новые грани мира, и вы готовы рассказывать их другим людям, у нас есть отличная новость. Мы ищем талантливых людей, которые могут помочь нам создавать потрясающие видео. Если вы умеете монтировать, озвучивать ролики на разных языках или пишете креативные сценарии, мы будем рады работать с вами. Напишите нашему телеграм-боту, ссылка в описании.